Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Привычка, она такая. Девятое место. Очень близко, очень рядом, очень тесно. Самое оно для поцелуя, которого так не хватало Тэхёну. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён случайно проговорился о постели и поцелуях с Чонгуком». Разбор самых недооцененных намеков от Вигу. Это было так смело. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Чонгук всегда такой очевидный. Начал улыбаться, как только заговорил его Тэхён. こんにちは、こんにちは、BTSです。私が出演するドコモマックスの新しいテレビ CM が始まります。今日は撮影でしたけど、柴田どうでした？はい、久しぶりに7人一緒の CM 撮影だから楽しかったです。僕たちのかっこいい姿や話にも注目してみてください。 CM と合わせてぜひ楽しみください。CM 内で僕たちが見ているラジオは特別コンテンツとして連動で配信されます。それでは僕たちの新しい CM をぜひ聞かせてください。 CM 内で僕たちが見ているラジオは特別コンテンツとして連動で配信されます。 7 место. Намджун рассказал о том, что встреча с участниками была похожа по ощущениям на то, как встретить кого-то из своей семьи. А потом ведущий предложил каждому из ребят сказать, чего ему больше всего не хватало в человеке, сидящем справа от него. В этот момент Тэхён кладет руку Чонгуку на колено. Шестое место. Поведение пары. Если после такого пожирания глазами на миллионную аудиторию вы мне скажете, что Тэхён ошибся в слове «киссинг», то я вам не поверю. Концентрация Тэйкук в рамках одного шоу. Пятое место. Фанатка, которая присутствовала на съемках шоу Феллона, рассказала о Тэйкук. В перерывах между дублями Тэхён придумал небольшую игру.
Он показывал разные движения из плавания, а мы за ним повторяли. Но он специально постоянно их менял, чтобы мы сбивались, и в итоге начал хихикать вместе с Чангуком. А потом Чангук стал говорить ему, что нужно показывать движения посложнее, типа как будто плывешь очень-очень быстро, и сам начал смеяться. 4 место. Оп, а что за ухмылочка? Третье место. Новости. Чангук и Тэхён привлекли внимание челленджем Суим в военной форме. Они удивили поклонников, поделившись в ТикТок челленджем для своего нового заглавного трека Суим, где они одеты в военную форму. В видео, снятом с помощью умелого кросс-монтажа, оба участника исполняют хореографию, создавая иллюзию, что они почти один и тот же человек. Поклонники высоко оценили креативный монтаж и забавную концепцию клипа, а также то, как пара вместе выполнила челлендж. Мягкий, уютный, теплый комочек счастья. Новый рекламный ролик с BTS для японского бренда N-Dacoma. В Японии начнут транслировать новое видео для тарифа Dacoma Max. Это их первая рекламная кампания в Японии после недавнего камбэка. Все 7 участников эффектно появляются на красной дорожке под вспышки камер, а затем приходят на ток-шоу The Best Talk Show, где весело проводят время и задают друг другу интригующие вопросы. После мероприятия парни собираются в уютной и расслабленной обстановке, чтобы всем вместе пересмотреть запись своего же выступления. Полную версию их разговора на The Best Talk Show, а также закадровые видео со съемок эксклюзивно покажут на японской стриминговой платформе Lemino. Как оторвать взгляд от того, кто за секунду превращается из тихого и уютного парня в человека, который полностью подчиняет себе сцену? У Тэхёна какой-то нереальный магнетизм. Ведущий Tonight Show обратился к участникам и их фанатам: «Приношу искренние извинения за шутку о Северной Корее». Шоу The Tonight Show starring Джимми Фэллон оказалось под прицелом внимания фанатов BTS из-за шутки, которую ведущий произнес во время предзаписи. Позже он принес извинения международной суперзвезде, группе BTS. Сет Хеорзак, разогревающий комик-шоу, и Джимми Фаллон подверглись резкой критике в социальных сетях после того, как зрители заявили, что, по их мнению, шутка, прозвучавшая на записи, была расистской по отношению к всемирно популярной группе. Поэтому фанаты потребовали извинений. Источник, обладающий прямой информацией, сообщил ТМС, что комик извинился перед BTS за эту ситуацию, а руководство телеканала провело беседу с артистом по поводу этого инцидента. Нам сообщили, что спорная шутка звучала так: «Есть ли здесь кто-то с севера?» «Нет? Никого?» С отсылкой к Северной Корее. Эта реплика задумывалась как импровизация на тему «Скажите, откуда вы родом?», но некоторые фанаты BTS в зале решили, что она была направлена против группы, и резко раскритиковали ведущего в соцсетях. После этого фандом BTS перешел в режим полномасштабной атаки на шоу и Джимми. Мы связались с представителем комика за комментарием, но пока ответа нет.
Тэхён подружился с одним из сотрудников на съемочной площадке и обнял его, когда съемки закончились. Перевод статьи от журнала GQ. BTS привезли Арирэнг в Нью-Йорк. Смотрите эксклюзивные кадры из закулисья. Выступая в США, впервые почти за 4 года, самая масштабная группа в мире исполнила треки из своего нового альбома «Прохладным вечером на Манхэттене». Эта неделя – настоящий праздник для всех фанатов. Всего через пару дней после того, как группа разорвала площадь Кванхвамон в Сеуле, выдав шикарный сет с главными хитами из нового альбома «Арирэнг» и такими проверенными бенгерами, как «Butter» и «Dynamite» для спецвыпуска Netflix, который транслировался на весь мир, участники высадились на американском берегу. В понедельник вечером они отпраздновали релиз вместе со своими преданными фанатами из США на ивенте Spotify и BTS Swimside на пирсе 17 в даунтауне Нью-Йорка. Даже дождливый и зябкий весенний день не помешал фанатам собраться. Кто-то занимал очередь с самого утра, а кто-то и вовсе за несколько дней. Только бы снова увидеть BTS. Победив непогоду и, наверное, собственную усталость, некоторые зрители в толпе держали таблички с надписью «Мы дождались», «We stayed», гордо заявляя о стойкости фанатов. Вечеринка Swimside была посвящена долгожданному выходу их 5-го студийного альбома «Арирэнг», который уже успел побить мировые рекорды. Когда пару месяцев назад они давали интервью для обложки мартовского номера GQ за 2026 год, они упоминали о масштабности и жанровом разнообразии альбома. Могу сказать, что он будет сильно отличаться от тех альбомов и звучания участников, к которым вы привыкли, делился тогда Юнги. В этот раз вы увидите более зрелую сторону BTS. И судя по реакции критиков, группа дала фанатам именно то, что обещала, получив восторженные отзывы за звуковые эксперименты и верность своему уникальному стилю. По такому случаю Spotify превратил Пирс 17 в настоящую страну чудес для фанатов. На входе фанатов встречали огромные черно-белые портреты участников. Все LED-экраны на пути к площадке на крыше были оформлены в водной тематике под стать заглавному синглу Swim. А в фудкортах подавали закуски со штампом логотипа Арирэнг и иконкой Spotify рядышком. Мероприятие началось с сессии вопросов и ответов, которую провела актриса и певица Сьюки Уотерхаус. Она быстро доказала, что тоже в рядах фанатов, благодаря своему легкому стилю ведения и глубоким познаниям о BTS. «Барахе, арми!» — крикнула она в какой-то момент, использовав фразу, придуманную Ви как символ доверия и преданности между группой и фанатами. Ближе к концу беседы Сьюки спросила ребят, хотят ли они что-то передать армии по всему миру. «Во-первых, мы здесь», — ответил Намджун с широкой улыбкой. «Во-вторых, мы здесь все вместе. Лично для меня именно это имеет самое большое значение». Пока сцену готовили к выступлению, из динамиков заиграл «Хулиган», один из самых ярких треков с Арирэнг. Фанаты тут же начали энергично подпевать «Watch this», «Хулиган», словно это их любимая спортивная кричалка, которую они знают всю жизнь. И это при том, что песня всего 3 дня от роду. Вскоре группа вернулась на сцену, чтобы выдать мощнейший сет из песен с нового альбома. Они исполнили 2. «Ноль Нормал» и заглавный сингл «Swim» с идеальной синхронностью и фирменной хореографией. «9 секунд», в течение которых Тэхён просто очаровывает своей милотой на съемочной площадке клипа «Swim».
Тэхён в Instagram I love Leica. Leica – это немецкий один из старейших брендов фотокамер премиум-класса, известный высоким качеством оптики и культовым статусом среди фотографов. У них просто легендарная оптика. Объективы Leica считаются одними из лучших по резкости и цвету. Их аккаунт в Instagram опубликовали фото с концерта в Сеуле, и Тэхён оценил качество съемки. Чангук и Тэхён так сильно нас балуют. Выпуск BTS Keep Swimming с ремиксами от 7 участников. Здравствуйте! Мы рады сообщить о выходе альбома BTS Keep Swimming, в который вошли ремиксы от 7 участников. Альбом Keep Swimming содержит 9 треков, включая заглавную композицию Swim, выпущенную 20 марта. Ремиксы раскрывают новые грани оригинальной песни, расширяя ее рамки и отражая музыкальные предпочтения каждого из 7 участников. Версия Намджуна открывает альбом, добавляя более мягкую и расслабленную атмосферу, тогда как альтернативная рок-версия Джина сочетает в себе брит-рок и панк-рок. А мелодичная техно-версия Юнги придает композиции глубину благодаря многогранному клубному звучанию. Хасок добавляет уникальный грув в стиле афробит с акцентом на гитарные и фортепианные мелодии, а Чимин передает свои эмоции через соул-гитару, плавные звуки электропианино и упругие барабаны. Ви наполняет трек изысканной энергией с помощью электронного ремикса с мощным басом и измененной текстурой вокала, а Чангук усиливает уютную атмосферу оригинала лоу-фай акустической гитарой и теплым вокалом. Послушайте Swim по-новому, благодаря 7 ремиксам в разных жанрах от участников, представленным в альбоме Keep Swimming. Его очаровательные эмоции. Чангук совсем нами не изучен. Как же ему идут банданы. Джихён из Boy Next Door упомянул Чангука во время своего прямого эфира. Я увидел, как он проходил мимо компании примерно в 30 метрах от меня, и узнал его даже со спины, но так занервничал, что у меня начали трястись руки, пока я шел в туалет. Потом я подождал, пока он уйдет, а после пошел в зал, и он оказался там тоже. Мне казалось, что я даже не могу нормально дышать рядом с ним. Поэтому я просто поздоровался и быстро ушел. Серьезно, я так нервничал. В каком-то смысле он мой первый школьный краш, так что это нелегко. Тэхён еще в 2021 году спойлерил нам Swim.
что BTS хотят сказать своим фанатам через альбом «Аrirang»? Тэхён сказал: «На этот раз мы подготовились так, чтобы с интересом, старанием и радостью глубоко тронуть сердца фанатов, и сами мы были счастливы. Скоро мы снова встретимся, так что ждите с нетерпением. Мы покажем себя с крутой стороны». Чангук сказал: «Это альбом, над которым мы усердно работали и много репетировали в течение долгого времени, пока вы ждали. Надеемся, вам будет приятно его слушать, и ждите с нетерпением нашей активности и тур. Спасибо вам всегда, фанатам». Конфетка и ее гангстер. Зара Ларсон о сотрудничестве над бренд New Day, V и Хасока. Это одно из моих любимых сотрудничеств. Мне кажется, эта песня такая летняя и веселая, но все прошло очень легко, и с ними было очень приятно или просто комфортно работать. Иногда, знаете, сложно чего-то добиться, но я помню, как все было так непринужденно и легко. Записала, отправила обратно, они прислали несколько вариантов, и в итоге у нас получилась отличная песня. Так что я бы с удовольствием повторила это снова. Смех и улыбка Чангука, который обладает способностью излечения души. Юнт Official в Твиттере. Поп-ап-магазин Юнт в Коузм, Осака. Поп-ап-магазин, имевший огромный успех в Коузм, Токио в конце прошлого года, наконец-то открывается в Осаке. В магазине будет доступно ограниченное количество наборов. Кроме того, в пространстве, доступном только по предварительной записи, будет представлена специальная визуальная информация, а также специальный контент, такой как лотерея капсульных коллекций. Бронирование осуществляется в порядке живой очереди, поэтому не упустите эту возможность. Вспомним былое. Число новых слушателей выросло на 690%, в 2 раза выше показателей Dynamite. Стриминговые показатели песни Suim группы BTS на Spotify оказались почти в 2 раза выше, чем у их мегахита Dynamite. 26 марта глобальная аудиостриминговая платформа Spotify опубликовала в своих официальных социальных сетях пост под названием «Эффект BTS». По данным Spotify, после выхода 20 марта 5-го полноформатного альбома «Arirang» число пользователей, которые впервые прослушали музыку BTS на этой платформе, подскочило более чем на 690%. Это служит доказательством того, что благодаря новому альбому группа укрепила свое присутствие не только внутри фандома, но и среди самого широкого круга слушателей по всему миру. Аналитики отмечают, что на фоне положительных отзывов о новых песнях, как в Корее, так и за рубежом, даже те, кто не являлся фанатом группы, начали активно искать и слушать их музыку.
Заглавный трек «Суим» в первый же день релиза набрал на Spotify 14 миллионов 644 тысячи 352 прослушивания. Это в 1,3 раза больше, чем у хита «Butter», и в 1,9 раза больше, чем у Dynamite. Такие цифры позволяют в полной мере ощутить масштаб влияния новой песни, выпущенной спустя примерно 3 года и 9 месяцев затишья. Популярностью пользуется не только заглавный трек, но и все остальные композиции альбома. Сразу после выхода Ари-Рэнк количество добавлений песен из него в личные плейлисты пользователей достигло 11,7 миллиона раз. Только за первую неделю BTS 260 раз попадали в чарты Daily Top Songs и Daily Top Artists в топ-50 различных стран и регионов. Кроме того, по состоянию на 20 марта группа возглавила чарт Daily Top Artist в 70 странах и регионах мира. Ажиотаж вокруг камбэк-лайва также отразился на чартах. Сразу после выступления объем стриминга альбома вырос примерно на 120%. Исполненная на концерте старая песня «Микрокосмос» вызвала огромный интерес. Только в Корее количество ее прослушиваний подскочило на 250% по сравнению с предыдущим днем. Как же Тэхён счастлив! Наконец на сцене и весь светится изнутри. Согласно интервью GQ, группа провела в Лос-Анджелесе вместе около 2 месяцев, работая в студии 6 дней в неделю. Это больше похоже на резидентство, чем на обычный график записи. Ари-Рэнк не звучит так, будто его собирали по электронной почте, скорее кажется, будто он был создан всеми участниками в одной комнате, поглощенными продуктивными и живыми дебатами. Целостность конечного продукта говорит о том, что BTS подходили к этим сессиям с четким видением, придерживались его и доверяли окружающим работать в рамках их концепции. Это не пассивный подход к творческому процессу, это лидерство. Вместо того, чтобы поддерживать пренебрежительный тон в отношении слишком западного звучания, альбом непреднамеренно показывает точное положение BTS в глобальной музыкальной экосистеме. Такой разнообразный и продуманный состав коллабораторов возможен только потому, что представители индустрии воспринимают группу как равных коллег, а не как временных гостей. Старая идея западного одобрения больше не влияет на то, что делают BTS. Именно поэтому Намджун может читать рэп о том, что только я здесь могу говорить по-английски, и с гордостью заявлять «вот как мы жом». То же самое относится и к концерту, транслировавшемуся в прямом эфире на Netflix 21 марта. Режиссером шоу выступил Хэмиш Гамильтон, в послужном списке которого выступление в перерыве Супербаула, церемонии Оскар и открытия Олимпийских игр. Мероприятие, где задача состоит в том, чтобы нечто нереально масштабное ощущалось подлинным и человечным. BTS привнесли этот опыт, заимствованный с высочайшего уровня живых шоу, на площадь Кванхвамон, пространство, которое и без того имеет огромное культурное значение в Корее. Продюсерская команда Netflix уловила все волнение в воздухе и передала его в эфир нетронутым, чтобы весь мир мог насладиться. Операторская работа точно подчеркивала то, что парни делали на сцене, вместо того, чтобы пытаться изобрести что-то новое для тех, кто смотрел дома. Концерт на Netflix также вписывается в более широкий разговор о музыкальной индустрии. Netflix дополнил события на Кванхвамоне документальным фильмом, который затрагивает то, с чем индустрия боролась на протяжении многих лет. Годами они пытались понять, как должна выглядеть музыкальная трансляция в эпоху стриминга. Выступление на Кванхвамоне, как никакое другое в новейшей истории, приблизилось к воссозданию этого ощущения. И это сделал артист, а не платформа. Netflix может предоставить ресурсы для дистрибуции и производства, но не может создать ощущение, что прямо сейчас происходит нечто, что нельзя пропустить. Это ощущение исходит от артиста, и оно требует своего рода культурной притягательности, на развитие которой уходят годы, а иногда и десятилетия. Вот здесь и проявляется роль BTS. Выступление на Кванхвамоне сработало как плановое событие для просмотра, потому что зрители уже до начала трансляции понимали, что смотрят нечто важное. Соединение творческих амбиций альбома, символического веса Кванхвамона,
масштаба и оточенности постановки, глобального охвата платформы, ничто из этого не сложилось случайно. Это отражает группу, которая заняла редкое положение как в Корее, так и во всем мире, и которая даже после многолетнего отсутствия так же уверена в себе, как и прежде. Большая часть разговоров вокруг Ари-Рэнк кажется сосредоточена на том, на что BTS могли пойти на компромиссы при его создании, но честнее было бы спросить, что они сохранили. Они уже доказали, что ваше происхождение не является препятствием. Так что же насчет альбома, который идет на шаг дальше и спрашивает, может ли это происхождение активно стать средством выделения себя среди других? Второе место. Это так интимно. Так по-семейному, по-домашнему облокотился. Мое сердце не в порядке. Первое место. Легендарный момент, когда Гарри бежал с флагом ЛГБТ, а Тэйкук смотрели друг на друга и улыбались. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.